Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу предложить вам связать вот такой женственный, нежный, голубого цвета джемпер на лето. Очень простым, незамысловатым узором. Вообще, в последнее время на канале стало, какие-то такие у меня получаются мастер-классы. Выбираю модели с простыми узорами. Вот, потому что кажется, что хочется быстро связать. Лето вот-вот, уже тепло, уже надо одеваться, наряжаться в обновочки. Хочется что-то по-быстрому и красиво связать. Вот этот джемпер как раз для такого случая. Свяжется быстро и красивый. Посмотрите, я приблизила картинку. Очень красивый. Вот эти вот такие вертикальные, змейка такая ажурная. Кстати, ажур довольно здесь не очень такой сильно дырявый, я бы так сказала, да. То есть более плотный такой узор, что тоже немаловажно и один из плюсов данной модельки. Так, вяжется, как я сказала, легко. Схемочку я, девочки, нарисовала. И описание у нас, как всегда, будет составлено на много размеров. С 44 по 56 размер будет составлено описание. Сегодня мы будем с вами вместе его составлять. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Итак, как всегда, в нашем мастер-классе, значит, у нас будет выбор пряжи, спиц. Мы свяжем образец, определяем конкретной пряжи плотность, да, и затем составляем на основе этих расчетов описание. Я подробно вам рассказываю, сколько петель набираем, и вся последовательность вязания попетельно, порядно проходится у нас с вами, анализируется и составляется текстовое описание, которое я выкладываю под видео для вашего удобства на все эти размеры, которые я озвучила. Так, смотрите, здесь у нас манжета такая применяется, видите, на рукавах. Широкая планка, и вообще это не джемпер даже, а туника, девочки. Она длинная, то есть можно по желанию сделать тунику, можно сделать джемпер, то есть как бы здесь ваше желание и ваши возможности, да. Я буду писать, что это туника, составлять описание как для длинной туники. И, в общем, все детально мы с вами проанализируем. Итак, выбор пряжи. Начинаем с вязания джемпера. Я выбрала пряжу. Полухлопок, газал, джинс. И у нас, смотрите, состав. Значит, 50 грамм 170 метров, турецкая пряжа и 42% акрила, 58% хлопок. Ниточка средней толщины, средней скруточки. Хорошо очень так из нее вязать. Удобная ниточка. И у нас с вами спицы будут использовать 3,5. Вот таким образом у меня выглядит узор. Здесь 3 раппорта в высоту связано и 4 раппорта в ширину. То есть очень простой узор, на 8 петельках раппорт у нас. Поэтому я думаю, что будет вязаться джемпер легко. Давайте посмотрим схему этого узорчика. Интересный такой, все-таки мне кажется, интересный такой подход в узоре. Такие вертикальные такие дорожечки интересные в виде змейки, да. Мне нравится, мне приятно смотреть, ласкает взгляд такой узорчик. Схема узора: 8 петель раппорт и 16 рядов в высоту. Здесь показаны только лицевые ряды, да. Может, крупно очень, не знаю. Смотрите, значит, у нас вертикальная черточка – это лицевая, горизонтальная – это изнаночная.
вот эти треугольнички, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и этот зеркальный треугольничек, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кружочек традиционно накид. Все. Очень легкая схема, согласитесь, очень легкая. Вяжется просто запоминается очень легко. Так, давайте посмотрим теперь выкройку. У нас есть выкройка. Такая выкройка у нас. Так, и, в общем-то, здесь идут у нас мерочки, немножко у нас другие будут. Здесь у нас будет с 44 по 46 начинаться, 50 будет сантиметров. Здесь будет следующая мерочка 54 сантиметра, следующая мерочка будет 58 сантиметров и 62 сантиметра будет следующая мерочка на разные размеры. Так. И длина, в принципе, да, совпадает 72, 74, по-моему, там шла 75 и 76, вот так. То есть на сантиметр больше я сделала. Ну, обо всем этом детально, просто вы видите очертания выкройки, цельновязанный рукавчик у нас получается, плюс еще манжета добавляется по пройме. Вот. Обычная выкройка, ничего сложного. Описание мое вот так выглядит, как обычно, да. Я говорю 44-46 размерчик у нас идет, 48, 50, 52, 54, 56. Вот такие размеры. Расход пряжи, значит, будет от 450 до 650, потому что размер большой, и это удлиненная туника, да. Все вот эти попетельные наши расклады я рассказываю, откуда берутся эти петельки, почему именно столько мы набираем, да. И как расположить узоры, тоже подробно рассказываю. Далее идет у нас инструкция. То есть мы будем четко следовать данной инструкции. И будет у нас сантиметры будем регулироваться рядами. То есть мы будем каждый сантиметр по вертикали переводить в ряды и вязать согласно порядному вязанию, а не сантиметром мерить, с учетом вертикальной плотности. Так, и, в общем, объясняю, для чего это делается, чтобы изделие не вытянулось после стирки. Мы это закладываем уже заранее на стадии вот этой проектного, так скажем, нашего расчетного проектного дизайна. Так, и вот это все далее. Вы все это прочитаете под видео, я это все зачитывать, конечно же, не стану. Просто показала, что это все есть, и это будет под видео, девочки, выложено. Более детально во второй части видео мы это все будем разбирать с вами. Итак, приступаем к вязанию образца. У нас с вами раппорт 8 петель всего составляет. И, в общем, я набрала 36 петель для вязания образца. У нас будет 4 раппорта по 8 петель и 2 петли изнаночные для симметрии. Итак, начинаем с вами с первого ряда. Первый ряд. Вяжем 6. Итак, вначале начинается 2 изнаночные для симметрии, и далее начинается раппорт. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 2 изнаночные. Это был раппорт узора на 8 петлях. Повторяем раппорт. 6 лицевых, 2 изнаночные. Вяжем так до конца ряда опять 6 лицевых, 2 изнаночные. И четвертый раппорт 6 лицевых, 2 изнаночные. Кромочно вяжем изнаночные. Все четные ряды, 2, 4, 6 и так далее, будут вязаться, как смотрят петли. Теперь я буду показывать вам, девочки, один раппорт, остальные вы будете повторять просто. Значит, опять 2 изнаночные для симметрии, третий ряд раппорта. Накид делаем, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Далее еще 2 изнаночные. Связали раппорт узора.
Повторяем раппорты. Вяжем с вами 5-й ряд. Значит, у нас 2 изнаночные для симметрии. И вяжем теперь раппорт узора. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. 7-й ряд. Вяжем 2 изнаночные для симметрии. И далее раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные петли. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. 9-й ряд вяжем 2 изнаночные для симметрии. И далее вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Это был раппорт узора. Продолжаем, повторяем раппорт. 11-й ряд. Вяжем 2 изнаночные для симметрии. И начинаем раппорт узора. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я вот так меняю петельки местами. У меня 2-я поверх 1-й накидывается. Вяжу 2 вместе лицевой. Далее 2 лицевые, накид, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. 13-й ряд у нас с вами узора. И вяжем 2 изнаночные для симметрии и раппорт узора. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. 15-й ряд вяжем 2 изнаночные для симметрии и раппорт узора. Начинаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Так, делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Вот так я очень активно. Ой, какая горячая спица пожглась. Итак, девочки, растягиваем наш образец. Он стал влажный и очень податливый. Не обожгитесь о спицу, как я. Так. И, в общем, на края тоже внимание обращаем. У нас же здесь с вами изнаночные и кромочные. Они у нас будут участвовать в расчете, в плотности. Поэтому обязательно обратите на них внимание и тоже их аккуратно расправьте, края. Так, все, оставляем наш вытянутый и видоизмененный образец сохнуть. Измеряем ширину образца, прикладываем линеечку и меряем. Итак, у меня 17,5 получилось сантиметров. 36 петель участвовало в образце, поделить на 17,5 сантиметров. Получается циферка 2. И мы запишем, что у нас с вами в 1 сантиметре 2 петли. Это по горизонтали. По вертикали давайте также. Измеряем высоту нашего образца. У меня 19 сантиметров. Считаем, сколько у нас рядов участвовало в раппорте. Так, ну в раппорте 16 рядов, а раппортов было связано, значит, считаем. Итак, связано 3 раппорта по 16 рядов. 16 умножить на 3, это будет 48 рядов, поделить на 19 сантиметров. 2,5 у нас получилась плотность по вертикали. Запишем в 1 сантиметре 2,5 ряда.
Итак, эти цифры будут нам важны сейчас при дальнейших расчетах. Сейчас, значит, смотрим выкройку. Так, девочки, у нас вот такая выкройка будет с вами. Цельновязанный рукавчик. И здесь будет такая широкая манжета с двух сторон. Довязываться, скажем так. Добираются петли по пройме. Так, ну нас сейчас будет интересовать попетельно, как нам сколько петелечек набрать, как расположить узорчики наши симметрично. И, конечно же, вырез горловины обсудим. И вот этот вот скос, как его сформировать по рукаву вот здесь, по бокам. Так, ну давайте начнем с самого простого. Это, значит, сколько петель набрать, да? Смотрите, я рассматриваю, значит, следующие размеры. 44-46 с шириной спинки 50 сантиметров. Второй размер у нас будет 48 с шириной спинки 54 сантиметра. Третий размер у нас будет 50-52 с шириной спинки 58 сантиметров. И четвертый размер будет 54-56 с шириной спинки 62 сантиметра. Почему 56? Смотрите, посмотрела мерки, значит 120 сантиметров объем бедер у 56 размера, а у нас даже 4 сантиметра с запасом, то есть на свободное облегание. Так, начинается у нас с планочки вязаться изделие. Это туника, высота резинки 12 сантиметров, резинка 2 на 2 вяжется, далее переходим на ажурный узор с тем же количеством петель. Да, согласна, там с резинкой не будет симметрии. Я перестала на это, девочки, обращать честно внимание. Хотите, там петли подгоните, да? Как-то вот, знаете, все равно там шов сбоку. В общем, перестала я на это обращать внимание и подгонять попетельно, вот, чтобы там все симметрично в резинке было и так далее. Так, и смотрите, значит, у нас, помните, мы определяли плотность в 1 сантиметре 2 петли, да? То есть все наши сантиметры умножаем на 2. Устно будем умножать. 50 сантиметров на 2 это будет 100 петель, 54 сантиметра на 2 это будет 108 петель, 58 сантиметров на 2 116 петель, 62 сантиметра на 2 124 петли. Так, замечательно. Определились. И как складываются раппорты узора у нас. Смотрите, 100 петель. Из чего они состоят? У нас раппорт 8 петель, да? Раппорт узора 8 петель. И мы с вами 2 петли всегда справа добавляли для симметрии. Эти 2 были изнаночные, помните, да, когда вязали образец. Поэтому, значит, мы с вами должны их тоже добавлять, эти 2 петли изнаночные для симметрии, чтобы красиво смотрелся узор. То есть, смотрите, 100 петель поделить на число петель в раппорте 8, это 12 целых раппортов. Да? 12 умножить на 8, 96 петель, а надо 100 петель, чтобы было. Да? 96 я добавляю 2 петли для симметрии и 2 кромочные. Вот у нас 100 петель. То же самое, далее у меня пошло такое же количество петель, только по раппорту я добавляла. То есть, смотрите, к 100 добавляла целый раппорт 8 петель и получалось 108 петель. Далее к 108 петлям следующий размер добавляла еще 8 петель, получалось 116. И еще 8 петель к 116 добавить будет еще, то есть по раппорту увеличилось. То есть на 48 размер у нас пойдет, получается, 13 раппортов, на 50-52 14 раппортов и 15 раппортов на самый большой размер 54-56. Понятно, да? Ну, соответственно, 2 кромочные тут у нас включены уже и 2 изнаночные крайне правые для симметрии. Тоже все включены. Просто я рассказала, как располагаются узоры. Так, будем так вязать. Смотрите. Связали планку резинкой, перешли на узор, и на все размеры я ставлю, значит, 31 сантиметр высоту и перевожу ее сразу в ряды. Для этого я применяю вертикальную плотность. Вот у нас вертикальная плотность в 1 сантиметре 2,5 ряда.
Для этого я 31 сантиметр умножаю на эту плотность. 31 умножить на 2,5. У меня получается 70, девочки, округляем, 78 рядов. Вот. Через 78 рядов от планки начинаем с вами скос рукава. Для этого будем прибавки делать. Смотрите, я посчитала, что этот скос у меня 7 сантиметров в высоту. 7 сантиметров перевела в ряды сразу же, чтобы знать, чтобы посчитать скос. Значит, 7 я также сантиметров умножила на плотность по вертикали 2,5, получилось 18 рядов, тоже округляем. Так, 18 рядов. И вот на высоту 18 рядов нам надо добрать петли на рукав, поскольку у нас цельновязный. Тут я рассуждала следующим образом. Обращаю ваше внимание на вырез горловины. Смотрите, я сделала широкий довольно вырез горловины. Вы видели у модели широкий вырез, да? У меня получилось 25, это на первые два размера, и 26 на размер 50-52 и 54-56. Это ширина в сантиметрах. И также я перевела все это в петли. Сразу умножила на плотность 2. Получилось для первых двух размеров 50 петель. И для следующих двух 52 петли. Это вырез горловины, его ширина попетельно. И все, что осталось, осталось на плечи. На плечи у меня получилось первый размер 43 петли, второй размер 47, третий 52 и 58. Всего, смотрите, у нас как получается. После того... ну ладно, не буду пока заходить. В общем, вот здесь вот у нас указана ширина. Я здесь свои размеры поставила. Это у нас по плотности тут так не получилось, как в оригинале, да? И вот что у нас тут получилось. У нас получилось, что ширина в самом широком месте, без учета манжеты, это 67 сантиметров. Давайте посмотрим. То есть я из этого же и исходила. Ну-ка, сейчас. 67 умножить на 2, это будет 134 петли. Но у меня получилось 136, объясню почему. То есть я умножала эту ширину на плотность 2 и сразу определила, сколько петель должно у нас быть в самой широкой части. Да? То есть ширина, когда мы прибавим. Так, и вот теперь у меня такие получились параметры. 136 петель первый размер, 144 петли второй размер, 156 третий и 168 петель это для четвертого размера, самой широкой части, после того, как прибавим. Ну и поскольку мы знаем уже с вами самое широкое количество петель, да, мы знаем, сколько на вырез горловины, и мы будем знать, сколько нам петель надо будет, собственно, добрать по скосу здесь. Да? То есть мы с вами из 136 петель отнимаем 100 петель по низу, которые набирали, да, получаем 36 петель. 36 петель мы делим на 2, и получаем мы с вами сколько? Правильно, 18 петель. 18 петель. У нас ширина скоса 18 рядов. Справа и слева мы будем одновременно делать прибавки по скосу. Вот. То есть у нас либо мы будем прибавлять в каждом ряду по одной петле справа и слева одновременно, либо мы будем делать прибавки в каждом втором ряду по 2 петли прибавки. Что такое по 2 петли, как их делать? Девочки, добираете так же, как набирали. Сейчас покажу. Смотрите, вот наш образец, да, вот вы связали лицевой ряд, и вам надо добрать 2 петли. Что это значит? Так же, как вы набирали, смотрите, я вот так это делаю. Раз, два. Ну, как мы набираем петли, я его вот так подняла. Одну петлю, видите, сделала. И вторую петлю сделала. Также. Вот они у меня прибавились, эти 2 петли. Все, да? Просто здесь вот ниточка. Все, вот 2 петли прибавились, да? Переворачиваем наизнанку и включаем их в узор. Кому сложно сразу включать в узор, просто провязывайте их изнаночными или лицевыми. Ничего-то страшного там нет, да? Вяжите изнаночный ряд. С этой стороны также добираете. Переворачивайте на лицо, включайте их в узор. Понимаете, что такое добрать петли? В принципе, это не сложно, да? То есть так же, как мы с вами набираем,
Я лично так вот набираю, не знаю, как кто. Способов много. Все, я добираю их. Видите? И они у меня вот здесь вот так получаются. Вот так. Вот петельки добрались. Сильно не затягивайте, а то потом сложно будет провязать. Так, так, на этом мы с вами определились. Теперь далее смотрим. Смотрите, значит, и добираем мы с вами на плечи. У меня, смотрите, получается, остается 43 петли, 47 на второй размер, 52 и 58 петель. И ширина плеча у меня тоже 21,5. На второй размер 23,5, 26 на третий и 29 сантиметров на четвертый. Ну, я это просто уже все посчитала, да. После того, как вы все это дело доберете, у вас должно быть вот это количество петель, которое я вам выше озвучивала. Так. И далее вы вяжете еще на высоту, там, смотрите, 20, 22, 23, 24 сантиметра. Все это в рядах, девочки, вяжется. И начинаете формировать скос рукава. Скос вот этого плеча, рукава, он тут цельновязанный получается. Так, и там почти одновременно вырез горловины. Там не почти, а одновременно по спинке, одновременно со скосом начинаете формировать вырез горловины. Я расписала количество петель, сколько, в какой последовательности. Мы это все убавляем. Здесь тоже скос у меня получилось 6 рядов в высоту скос. И я вот эти количество петель плеча поделила просто на 3 части, да, то есть, ну, предположим, 43 петли, а у нас в каждом втором убавка, да, 43, то есть 6 раз мы должны убавить. 43 я делила на 3 раза убавок, вот, у меня получилось 14, то есть я делаю 2 раза по 14 и 1 раз 15 петель убавка идет. То есть вначале 14, потом еще раз 14 в следующем втором ряду и еще в следующем втором ряду 15. Одновременно у меня идет убавки по скосу рукава, то есть мы вяжем уже как бы здесь все раздельно. Одну половину, одну часть вяжем и вторую часть потом уже симметрично, зеркально вяжем, да? Вот. Спинка от переда отличается только вырезом горловины, а так она вяжется идентично. Все. После того, как вы с вырезом горловины определитесь, все это дело закроете, все у вас должно совпасть, по моим расчетам, там. Общая высота туники у нас получается 72 на первый размер, 74 на второй, 75 на третий размер и 76 на самый большой размер 54-56. Это туника, вы можете сделать из нее джемпер, укоротив вот эту величину 31 сантиметр, да, в этой части легко укоротить. Так, и что еще? Манжета. После того, как мы все это свяжем, сошьем по плечам, по бокам, необходимо связать вырез горловины. Здесь поднимайте петли по вырезу горловины и тоже нужное количество, там сами смотрите приблизительно. Ну, ширину берем, да, 50 петель. Здесь не глубокий вырез, поэтому 50 петель, грубо говоря, и там 50, да, то есть где-то, ну, 105-106 петель наберете, свяжете резиночкой 2 на 2 эту планку на любую высоту, которую вам понравится. Я так смотрю, на 4 где-то сантиметра или 5 у модели эта планочка. И манжеточка тоже по желанию. Хотите, вяжите ее вот здесь по пройме, хотите нет. Поднимать нужно здесь также петельки поднимаете, как по вырезу горловины. Кто не знает, как поднимать, я ссылочку оставлю под видео, сборка изделий. Там у меня по вырезу горловины аналогично по пройме будете поднимать петельки на круговые спицы, да, и вяжите эту манжету тоже на какую хотите ширину. У девушки модели на фотографии это где-то 12 сантиметров ширина, так же как по низу, то есть планка у них одинаковая, вот это вот будет шириной. Так, на мой взгляд, вообще можно без манжеты связать, просто такую узенькую связать, какую-нибудь там на 2 сантиметра.
чтобы так, ну, как бы стянула она, как резиночка, да, красиво смотрелась. Можно вообще крючком и свободный такой сделать, здесь полет рукава, да. То есть это на ваше усмотрение, на ваше желание. Можно крючком как-то фигурно там обвязать, я не знаю, красиво. Можно зубчиками такими, знаете, декоративными, крючком тоже. Ну, в общем, здесь полет фантазии не ограничен, девочки, пожалуйста. Самые основные моменты будут у вас выложены под видео. То есть все, что я вам сейчас вот это рассказывала, и более детально, более углубленно, и подробно, попетельно будет выложено описание, инструкция по вязанию под видео. Открываете, нажимаете на треугольничек, перевернутый вниз, у вас открывается вкладка с текстовым таким набором, да, и там будет моя инструкция как раз по вязанию. Итак, я желаю вам удачи, до новых встреч!